Константин Паустовский. Бабушкин сад. С тех пор, как отец Маши Никита ушел на войну, в старом саду около бабушкиного дома дорожки и грядки позарастали крепкими лопухами и укропом. А крапива встала такой густой стеной и так жглась, что Маша боялась к ней подойти. Бабушка Серафима только вздыхала. Где уж ей, старой, справиться с такими непокорными травами, деревьями и кустами? В непролазной траве весь день копошились и гудели шмели. Иногда они вырывались из травы и с размаху налетали на Машу, с треском ударяли в лицо и со звоном подымались вверх, выше скворечни, радовались, что напугали Машу. Но радовались они напрасно. В вышине, где всегда летал пух от одуванчиков, шмелям приходил конец. Там их хватали на лету ловкие скворцы и тут же проглатывали. И ни один скворец даже не поперхнулся, хотя шмели были страшно мохнатые. В бочке с дождевой водой у крыльца поселилась лягушка. Раньше из бочки брали воду поливать цветы, но теперь никто ее не брал, и вода была застоявшаяся, теплая и зеленая. Маша любила смотреть, как в этой воде шныряли какие-то водяные существа. Они были похожи на булавки с черными стеклянными головками. Такие булавки были воткнуты над бабушкиной кроватью в ковер. Лягушка вылезала из бочки только вечером и сидела, отдуваясь, около крыльца, посматривала на скворцов. Она их боялась. Скворцы постоянно дрались с галками, а успокоившись, рассаживались на ветвях вековой липы и начинали изображать пулеметный бой. От этого не только у лягушки, привыкшей к водяной своей тишине, но даже у бабушки разбаливалась голова. Бабушка выходила на крыльцо, стыдила скворцов, махала на них полотенцем. Тогда скворцы перебирались повыше и, помолчав, начинали показывать, как дровосеки с натугой пилят деревья. Это было еще хуже, чем пулеметный бой. Лягушка боялась еще квакши, маленького древесного лягушонка с пухлыми лапками. Он сидел на ветке, таращил глаза и молчал. Кричал он редко, только перед дождем. Тогда все в саду замолкало, и было слышно, как далеко за лесом погромыхивает небо. Рыжий пес буйный залезал в будку, долго вертелся, уминал сено, вздыхал с огорчением. Дождь был ему совершенно не нужен. Буйный был очень застенчивый пес. При виде посторонних он тотчас лез в отдушину под домом, и оттуда его нельзя было выманить никакими силами. На все уговоры он только вилял хвостом и все дальше отползал в темноту. Потом к бабушкиному саду стали подходить немцы. Тогда пришел глухой старик Семен и выкопал в саду за сиренью большую яму. Семен копал, ругался на немцев, говорил Маше:
Чем глядеть, как я себе плюю на руки, яму копаю. Ты бы пошла, помогла бабушке сундук уложить. Закопаем его. Запрягу я завтра Чалова и поедем в Пролысово. А потом, спрашивала Маша. За Пролысово немец не пройдет, отвечал Семен. Там наши ребята стоят. Дальше немцу пути не будет. Семен окончил копать, пошел к колодцу, вытащил ведро воды, хотел напиться, но почему-то раздумал, позвал бабушку Серафиму, показал ей на ведро и сказал: «Гляди, значит, и впрямь пора уходить». Бабушка посмотрела на воду и покачала головой. Вода из колодца всегда была чистая, как стекло, а сейчас в ней плавали гнилушки, древесная труха и даже маленький гриб. Маша ничего не поняла. Бабушка Серафима объяснила ей, что ночью земля тряслась, и в воду со стенок колодца нападало много всякого мусора. А раз земля тряслась, значит, где-то неподалеку шел бой. Вечером Семен закопал сундук с бабушкиными вещами, шалями, старым будильником, фотографиями, серебряными ложками и самой любимой Машиной игрушкой – 2 большими деревянными петухами на дощечке. Один петух был черный, другой красный, и оба они могли со стуком клевать зерно. Наутро Семен приехал началом, распряг его во дворе, привязал к телеге, пошел в комнаты попрощаться с домом. Но попрощаться ему не пришлось. Мимо дома густо пошли наши бойцы, все в касках, пыльные, загорелые, веселые. Семен вынес к калитке ведро воды. Маша принесла кружку. Бойцы останавливались, вытирали потные лица, пили и рассказывали, что немецкий фронт этой ночью прорван, и немцы отходят, бросают пушки и автоматы, и что теперь очень свободно можно выкопать обратно сундук и жить спокойно. Нашу землю мы ни почем немцам не отдадим. Бабушка Серафима все плакала, смотрела вслед бойцам, на их выгоревшие пыльные спины, крестила их, как когда-то крестила Машиного отца Никиту. Семен опять сердился, говорил: «Неправильное у вас понимание, Серафима Петровна. И от горя, и от радости вы одинаково плачете. Никуда это, по-моему, не годится». Потом над домом, над лесами начали летать самолеты. На них блестело солнце. И звон был такой, что шмели в саду перевернулись на спины и прикинулись мертвыми со страха. Маша знала эту их шмелиную хитрость. Скворцы собрались на самой верхушке липы, возились там, сбивали липовый цвет, задрав головы, смотрели на самолеты и перешептывались: «Да, да, наши! Да, да, наши!» А на следующее утро во двор вошел боец с перевязанной рукой. Сел на крылечке, снял каску и сказал:
Разрешите передохнуть на солнышке раненому гвардейцу». Бабушка позвала бойца в дом, к столу. Он прошел, осторожно гремя сапогами по комнатам, и сразу же запахло хлебом, полынью и лекарством. Боец все извинялся, что крошит на пол. Ему трудно было есть одной рукой. Маша резала и подавала все, что надо бойцу, а бабушка возилась с самоваром, достала темный мед в сотах, и боец, когда увидел мед, даже вздохнул всей грудью. Ну и благодатный же мед! Буйный стоял за порогом, смущенно смотрел то на бойца, то на крошки на полу, но не решался подобрать эти крошки. Думал, должно быть, что это будет невежливо по отношению к бойцу. После еды боец поблагодарил, снова вышел на крылечко, сел, закурил махорку. Синий дым поплыл над садом. Десятки паучков, что висели вниз головой на липе, на своих паутинках, глотнув махорочного дыма, испуганно побежали вверх, сматывая паутину. Скворцы замолкли, смотрели на бойца то слева, то справа, потом начали смеяться, щелкать, пустили пулеметную очередь. Боец заглянул в бочку, увидел шустрых булавочных зверей и лягушку, усмехнулся и сказал: «Ишь, животные, шмык да шмык, а бочка у вас хорошая. Я сам и бондарь, и ложечник из-под города Горького, с реки Ней». «А что такое ложечник?» – спросила Маша. Тогда боец вынул из-за сапога деревянную ложку, показал Маше. От ложки пахло щами. «Вот такие ложки я делаю», – сказал боец. «Режу из липы. А вот раскрашивать не могу. Раскрашивает их моя сестренка, трещотка, по имени Даша». Бабушка жаловалась бойцу, что вот сад весь зарос, но боец этим не огорчился, а наоборот успокоил бабушку. Сказал: «Сад у вас даже очень приятный. Покуда ваш сын вернется с фронта, он, сад этот, пущай отдохнет. Земля и дерево тоже отдыхом нуждаются, скоплением сил». На солнце было сонно, тепло. Из ступеньки на крылечке выступила липучая смола. Боец начал покачиваться, дремать. Бабушка хотела уложить его в комнате на диване, но боец ни за что не согласился и попросил положить его, если возможно, на чердаке. «Люблю спать на чердаках», — сказал он. «Изябнешься, умаешься, а там сухо, от солнышка под крышей все нагрето, в слуховое окошко ветер залетает. Благодать!» Маша провела бойца на чердак. Там было свалено сухое сено. Боец постелил на него шинель, лег. Тотчас из-за печной трубы вылетели тонкие осы и начали кружиться над бойцом. Маша испугалась. «Они вам спать не дадут», — сказала она. «Ужалят». «Меня оса не тронет», — ответил боец, «потому что по случаю ранения от меня лекарственный запах. А чтобы скорее уснуть, у меня есть свой способ». «Какой?»
– спросила Маша. «Листья буду считать», – ответил боец. «Вон, на той липе за слуховым окном. Насчитаю до 100 и усну». Маша попрощалась с бойцом и начала осторожно спускаться по скрипучей лестнице с чердака. В разбитое слуховое окно сладко тянуло отцветающей липой. Когда Маша остановилась внизу, у лестницы, на чердаке уже слышался тихий храп, и осы успокоились, улетели за свою печную трубу. Маша вышла в сад, посмотрела на липу и засмеялась. Разве можно сосчитать все ее листья? Ведь их тысячи тысяч, их так много, что даже солнце не может пробиться через их гущину. Смешной этот боец. 1945 год.